Привет, друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Марафон показов недели моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке оказался нынче чуть более скромен на премьерные коллекции. Однако достаточно разнообразен и с полной корзинкой достойных внимания модных тенденций. Поэтому сегодня, мои дорогие зрители, я бы хотела обсудить с вами одно из самых важных направлений в фэшн-индустрии на предстоящий холодный сезон. А именно, главные бьюти-тренды осень-зима 2026-2027. Просматривая модные образы с подиума, как-то сам собой напрашивается вывод. Грядущими осенью и зимой можно смело пускаться из крайности в крайность. Например, превращать волосы в облако пуха или полировать до зеркального блеска. Делать укладку с косым пробором, либо просто забыть про расческу. А еще совсем не выделять глаза или же рисовать диковинные стрелки вверх тормашками. Носить почти детский пастельный маникюр, красить губы в темный драматичный винный. Вариантов масса. Так что, милые девочки, девушки, дамы, давайте не спеша попробуем вместе разобраться в этом ворохе модных идей и выбрать свой личный топ бьюти-трендов, которым вы всегда можете поделиться в комментариях к видео. Ну что, поехали? Одной из заметных тенденций сезона стали длинные челки. Если в ваших ближайших планах было подровнять челку, возможно, стоит отменить запись к парикмахеру. В моде теперь экстра длинные челки, которые падают на глаза. Очевидно, стилисты хотят научить нас терпению, ведь жить с такой прической непросто. Даже прием, взятый с модных показов, заправить челку в очки, явно не будет для нас спасением. Зато, если уж сильно надоест, ситуация исправляется в легкую, ножницы в помощь. Тренд номер 2 – возвращение хайлайтера. После нескольких сезонов матовой кожи он снова в центре внимания бьюти-стилистов. Отлично добавит визуальный объем, создаст эффект подсвеченной изнутри кожи и сделает черты лица более выразительными. Выглядеть с его помощью свежей и отдохнувшей нам будет точно легче. Глянцевый, влажный блеск на лицах моделей я заметила, к примеру, на презентациях Дизель, Шанель, Ричард Квин. Что важно, шиммер должен быть максимально мелкого помола. Такая структура даст возможность получить более естественное свечение, которому место, кстати, не только на выступающих частях лица, но и на веках. Визажисты активно этим пользовались во время показов, добавляя на глаза модели едва заметный влажный блик. Вчерашние смоки, а это уже совсем иная история. Судя по последним тенденциям, усталый макияж живее всех живых. Поэтому продолжаем небрежно размазывать тени и карандаш, оставлять отпечаток туши на коже, делая вид, что мы ходили так весь день, а потом еще и спали всю ночь. Или не спали вовсе. Теперь это принято называть парижским шиком. Чтобы повторить классический макияж любой парижанки, иногда достаточно, по мнению визажистов, сделать черную подводку только верхнего века и потом крепко зажмурить глаза. На показе коллекции Gucci, напротив, решено было добавить в образы больше драмы. Поэтому, формируя эффект темной дымки, моделям растушевали черные матовые тени далеко за пределы век. Но такой макияж все же лучше оставить как вариант для вечеринки. Еще одна яркая версия – акцент на нижнем веке. Речь идет о самых модных стрелках. В этом сезоне это те, что нарисованы вверх ногами, то есть на нижнем веке. Для большего эффекта нам предлагают оставлять почти или даже совсем нетронутую верхнюю линию роста ресниц. Боковой пробор. Несколько лет назад зумеры посмеивались над страстью старшего поколения к укладкам с косым пробором. Ведь только прямой, модный, молодежный. Но, как это часто бывает, антитренд вновь вполне официально становится актуальной тенденцией. Теперь абсолютно неважно, носите вы идеально гладкий пучок, небрежный хвост или распущенные волосы, боковой пробор поможет добавить лицу динамики, подчеркнуть его рабочую сторону, создать для гармонии правильный баланс пропорций. Как ни удивительно, но более универсальную укладку сложно придумать. На презентациях брендов Dior, Hermès, Victoria Beckham, Givenchy, Saint Laurent, Ferragamo можно увидеть, что это хорошо смотрится и с гладкими прическами, и с объемными, от строгих вечерних до нарочито небрежных. Расчесанные кудри. В прошлом сезоне на подиуме был замечен тренд на пышные локоны, но сегодня стилисты пошли еще дальше и нарушили главное правило любого адепта кудрявого метода. Теперь локоны просто взяли и хорошенько расчесали, чтобы превратить их в невесомый пух. У нас есть два способа провернуть подобное. Первый – накрутить мелкие кудри плойкой небольшого диаметра.
К слову, кудрявые от природы этот этап могут смело пропускать. Далее начесать волосы щеткой по всей длине, как это сделали на показе Симон Роша и Альберто Ферретти. Второй прием наверняка вам знаком еще с детства. Нужно всего лишь заплести много мелких косичек на ночь, утром потом распустить и как следует расчесать. Именно так поступили, создавая прически моделям для презентации дома моды Chloé. Выпрямленные утюжком. Полная противоположность предыдущей тенденции. Да, стилисты по волосам любят бросаться из крайности в крайность. Зато у нас появился повод, наконец, использовать утюжок по назначению. Сделать любые непослушные пряди безупречно прямыми. Вдобавок, можно еще и сияющими. Секрет этого глянца скрыт в тщательном увлажнении и полировке. Поэтому, милые барышни, не стесняемся и во время укладки используем косметические масла и специальный спрей для разглаживания волос. Голубая дымка. Одним из заметных трендов весны были объявлены голубые тени. Осенью визажисты постарались вернуть их в моду в новом, более мягком прочтении. Получилось что-то в виде полупрозрачной акварельной дымки, как будто тени быстро растерли пальцем навеки. Столь необычную версию подхватили многие бренды. Ключ к успеху тут такой же, как и в большинстве других бьюти-трендов – нарочитая небрежность. Тогда голубые тени выглядят не кукольно, не театрально, как это часто бывает, а легко и немного мечтательно. На вопрос о прическах, что общего у показов Prada, Dior, LSA, Prenza Schooler, Fendi, Blue Marie, первым приходит ответ – хвост внизу. Собранные у основания шеи хвосты в социальных сетях назвали тихими, возможно, за простоту исполнения. Прическа была особенно популярна в 90-х. Тогда многие для себя открыли новое модное направление, а вместе с ним и важную мысль, что самые элементарные вещи, будь то черное пальто, белая рубашка или низкий хвост, иногда в разы лучше любого сложно сочиненного образа. Не идеальные пучки. Вариант уже из серии небрежной укладки. Пучок волос смотрится так, будто его либо скрутили наспех, либо вообще не доделали. Однако на самом деле это иллюзия. Перед нами скульптурные и четко созданные конструкции. Каждая прядка в прическе выбилась совсем не случайно. Например, на шоу Альтузара волосы девушек были собраны в гладкий низкий хвост, пряди завязаны в узел несколько раз и потом зафиксированы резинкой, где концы оставлены торчать вверх. Если повторить эту версию или же вариант от Chanel кому-то окажется сложно, попробуйте начать с более простой стилизации, как у модели бренда Жил Сандер. У вас точно получится сделать не идеальный полухвост-полупучок, который и правда вот-вот развалится. Созвучная данной теме тенденция – смелое предложение от модных стилистов вообще забыть про расческу. То есть имеем полное отрицание какой-либо аккуратной укладки. Кстати, тренд добрался даже до красных дорожек, где многие звезды уже отказались от безупречной голливудской волны. Конечно, совсем перестать расчесываться никто не предлагает. Достаточно просто не воспринимать непослушные локоны как повод для стресса. Укладка вдруг распушилась от влажности? Не беда. Расслабьтесь и не думайте ни о чем. Вы в тренде. Олсен так. Понравится всем, кто никак не может решиться стричься или отращивать волосы. Предстоящий холодный сезон дает вам весомый повод в пользу второго. Длинные пряди можно будет небрежно заправлять внутрь под воротник пальто, высокий свитер или объемный шарф. Чем меньше в этом жесте старания, тем убедительнее он выглядит. Само название этого несложного приема в переводе с английского звучит как «спрятать, заправить». Было дано в честь сестер Олсен, которые сделали простой в исполнении трюк своей визитной карточкой еще в нулевые. Макияж «Пылающие щеки». Он обрел популярность благодаря Марго Робби, вернее ее главной героине новой экранизации романа «Грозовой перевал». Такой же багряный румянец был замечен на презентациях осенне-зимних коллекций Майкл Корс, Нина Ричи, Симон Роша и других. Поэтому берем на заметку схему нанесения. Румяна ягодно-розового или кирпично-красного тона растушевать на яблочках щек, плавно уводя пигмент к скулам. Ваша цель – добиться эффекта сильного смущения или имитации обветренного, слегка покрасневшего лица. Алые губы и больше ничего. Такой вот минимализм с ярким акцентом. В новом сезоне визажисты рекомендуют использовать помаду в классическом алом тоне. Что важно, еще и как единственный заметный элемент в макияже – никаких румян, туши, теней.
Одну из лидирующих позиций на подиуме получила готика, а с ней и популярность очень темных оттенков помады, в том числе черной. Последняя, разумеется, не подойдет на каждый день. Но если планируется вечеринка, где дресс-код позволяет креатив, вау-эффект гарантирован. Также вместо черного цвета можно использовать глубокий винный, спелый вишневый и даже фиолетовый. Как кто-то заметил, помады из косметички «Женщины вам». Они помогут создать макияж в духе романтической, но слегка мрачной красоты. И на этом моменте, друзья, мы подходим к финалу. Сегодня в обзоре у меня получилось собрать топ-15 главных бьюти-трендов с осенне-зимних показов. Если вам интересно продолжение темы, напишите в комментариях. Спасибо за поддержку канала. Ваши лайк и подписка – отличный стимул в создании новых видео. Всем совершенства и красоты, море теплых, позитивных эмоций и только яркого, солнечного настроения.